Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, что не стоит никогда в жизни своей делать, иначе тем самым вы притягиваете негатив, вы притягиваете постоянные финансовые проблемы, болезни и так далее. Поэтому обязательно просмотрите это видео и перестаньте это делать. Ну а прямо сейчас, друзья, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. У нас много полезной, важной, нужной информации. Также всех хотим поблагодарить за донаты, которые, друзья, вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. Вы знаете, каждый день своей жизни мы занимаемся какими-то делами. Что-то делаем обдуманно, что-то нет, к чему-то мы сами готовимся, а что-то происходит само собой. Но каждое из этих действий влияет на нашу жизнь. Что-то положительно, а что-то меняет ее в лучшую сторону, а что-то, к сожалению, и отрицательно, и меняет ее не в наилучшем для нас направлении. Немаловажным является и то, какими предметами, вещами мы себя окружаем. Ведь, как вы уже знаете, они все имеют свою энергетику, а мы, соприкасаясь с ними, притягиваем эту энергетику к себе, переплетая ее со своим энергетическим полем. Поэтому важно придерживаться всех правил, чтобы не привлечь к себе негатив, который способен помешать вам добиться приятных результатов, делая так, чтобы жизнь была полной чашей, а нужда и денежные проблемы обходили стороной. Запомните раз и навсегда, брендовые вещи всегда в моде, и многие люди стремятся иметь их в своей жизни, потому что они красивые и они могут рассказать о статусе человека. Но, к сожалению, не всем себе могут их позволить, так как порой приходится выбирать, на что потратить имеющуюся сумму денег и выставить, соответственно, правильный приоритет. Поэтому многие люди покупают подделку на брендовые вещи и этим допускают огромную ошибку, так как, во-первых, таким действием такие люди показывают то, что им не нужно ничего настоящего. Они согласны и на такое, что притянет в их жизнь обман со стороны, так как посыл говорит именно о том, что любой обман в свою жизнь они готовы впустить. У таких людей могут начаться проблемы в семье. Их куда бы они ни пошли, будут окружать ложь и предательство. И чем больше этого будет появляться в их жизни, тем больше они будут продолжать это все притягивать. Во-вторых, таким образом показывается и то, что этим людям не нужны деньги, так как они готовы хорошие вещи заменить более дешевыми. Их все устраивает, и им не нужно большего, а нужно было бы наоборот отказаться от таких вещей, что показало бы, что вам нужно больше, что готовы вы идти этой дорогой и добиваться поставленных целей. Если даже изначально нет денег на такую вещь, нужно начать понемножечко откладывать, а затем купить, но вещь дорогую, качественную, которая будет радовать и приносить вам положительные эмоции, при том, как вы будете это все надевать. Важно отправить правильный энергетический посыл, который укажет, что вам нужна более богатая жизнь, что вы хотите носить такие вещи, что вы будете к этому стремиться. Денежная энергия появится в вашей жизни в большем количестве, а Вселенная услышит вас, так как она любит уверенных людей, которые знают, что им нужно. А также, купив данную вещь, вы сможете окружить себя ними, а надевая данную вещь, вы будете их только приумножать. Нельзя хранить свои вещи вне дома. Таким действием вы притягиваете в свою жизнь энергии других людей, так как вы знаете, что вещи способны впитывать энергии, которые их окружают, но тесную взаимосвязь они имеют со своим хозяином. Поэтому если дом у того, у кого вы оставили вещи, напитан негативом, если в нем происходят какие-то ссоры, скандалы, присутствуют денежные проблемы, вы все это подберете в свою жизнь, что никак не сделает ее лучше, а наоборот, возможно, даже навредит вам. Еще и если данный человек не чистосердечен по отношению к вам, то с помощью любой из ваших вещей он может причинить вам вред, наслать порчу или же отобрать то, чему он, возможно, завидует. Ну, например,
лишить вас высокооплачиваемой работы, дружной семьи, взаимопонимания с сотрудниками, с детьми, с кем-то из друзей. Надевая такую вещь, вы во время нахождения в ней будете притягивать к себе нехорошие энергии, тем самым разрушать свое энергетическое поле, из-за чего будете подвержены воздействию любых людей, которые излучают негатив. С окружающими людьми, даже если вы считаете их близкими, нужно быть предельно осторожными, так как порой недоброжелатели очень хорошо маскируются, и им лучше быть в числе друзей, чтобы знать, где у вас слабое место и как можно вам причинить вред, чем в стороне. Запомните очень простое правило, чтобы потом не жалеть ни о чем. Ваши вещи должны быть всегда в вашем доме. Их никто не должен надевать, нельзя их одалживать и, конечно же, выносить из вашего дома. Бывает так, что у вас есть подруга, которая постоянно просит у вас какие-то вещи, то на свидание, то на какую-то встречу и так далее, и так далее. И вам как бы не жалко. Все-таки знаете друг друга чуть ли не с детства, вместе делите иногда последний кусок хлеба, делитесь, как вы думаете, с какими-то тайными секретами и так далее, и так далее. Но в один момент в вашей жизни начинают происходить совсем не те ситуации. У вас появились проблемы на работе, в семье и так далее, и так далее. Поэтому вы должны понимать, что всегда могут происходить какие-то моменты. Поэтому, чтобы их не было, девочки и мальчики, будьте внимательны и осторожны со своими вещами. Те вещи, которые вы купили, вы потратили на них свое время, вы потратили на них свою энергию. Вы когда их покупали, вы уделяли время им и так далее. Поэтому обращайте, пожалуйста, на это внимание. Далее, если вы покупаете автомобиль не из салона, который был ранее в пользовании, первым делом обратите внимание на то, у каких людей вы его приобретаете. Глядя на данных людей, у вас должны возникать хорошие энергии. Тогда автомобиль будет с такой энергетикой. И вторым этапом узнайте, а вот почему же человек продает машину? Если из-за того, что нужны деньги, ни в коем случае не покупайте ее, так как вместе с ней вы приобретете денежные проблемы. Ну и, конечно же, проверьте, не было ли в авто в аварии, так как это также будет притягивать к вам неприятности и денежные растраты. Когда вы приобретете машину, первым делом помойте ее хорошо, как снаружи, так и внутри салона. Это поможет вам убрать энергетику прошлых владельцев. После чего возьмите восковую свечу, обойдите с ней трижды вокруг машины по часовой стрелке, при этом скажите такие слова: энергии прошлые машина отпускает, связь со старым владельцем теряет, будут мне служить, только положительные эмоции приносить. Свече дайте догореть и на протяжении 3 дней провозите ее в машине. Затем выбросите. Проделав вот такую вот простую практику, ваша машина вас всегда будет только радовать. Не стоит и одалживать деньги, это притянет в результате, возможно, не сразу, но через время крупные денежные проблемы, которые будут преследовать вас на протяжении долгого периода времени. Не стоит брать деньги у людей, с кем у вас трудные отношения, с кем постоянные ссоры, конфликты, так как вы возьмете деньги с сильным негативом, что перекроет денежный канал, и денежные энергии перестанут поступать в вашу жизнь совсем, из-за чего у вас начнутся проблемы различного рода. Не поднимайте деньги и на улице, особенно если они находятся в непонятных местах, на перекрестках, возле крупных деревьев, возле воды. Знаете, на эти деньги сделан ритуал на безденежье, и когда вы их поднимете, оно придет в вашу жизнь, а у человека, который вот сделал такой обряд, наоборот, начнут появляться деньги. Помните о том, что деньги несут в себе особую энергетику, поэтому с ними нужно быть очень внимательными и аккуратными, а также относиться с уважением, соблюдать все правила, по которым они существуют. Оказывать им уважение, только тогда у вас никогда не будет денежных проблем. Если же вы будете лениться все это делать, то деньги будут обходить вас стороной. Даже получив их в руки, они надолго не задержатся. Произойдет какая-то ситуация, и вам их нужно будет отдать, или же у вас их украдут, потеряете, а расстроившись, вы, соответственно, что сделаете? Вы приумножите негатив, что приумножит уже имеющиеся проблемы. Видите, как все взаимосвязано в нашей жизни.
Далее, никогда не стоит людям в возрасте спать вместе с маленькими детьми. Для этого есть несколько причин. И одна из них это то, что маленький ребенок имеет очень слабое энергетическое поле, поэтому способен подбирать любой негатив, который только встретится на его жизненном пути. Для того, чтобы этого не происходило, его биополе постоянно нужно очищать и одновременно укреплять. Но это непростой труд, и порой на это не всегда хватает времени. Взрослый человек ходит по улице, посещает магазины и торговые центры, общается с большим количеством людей и в результате чего может подобрать негатив, или же возле него есть тот, кто желает зла, а во время сна детское энергетическое поле все это соберет, что доставит ребенку много неприятностей. Он будет капризным и беспокойным. Если человек преклонного возраста, то ему самому требуется больше положительных энергий, поэтому во время сна он непроизвольно у маленького члена семьи может их отбирать, что также будет сказываться неблагоприятно на ребенке, даже на его здоровье. Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы ваш малыш, пусть и находясь в одной комнате со взрослыми людьми, спал все-таки отдельно. Для этого у него должна быть своя кроватка, свое постельное белье, одеяло, подушка, и никто, кроме родителей, не должен к этому прикасаться. Придерживаясь этого правила, вы убережете вашего малыша, а также себя от нервных расстройств, которые могут вызвать его слезы. Никогда не занимайтесь приворотами. Вы не сможете быть счастливы там, где принесли вред кому-то другому. Подкорив чувства данного человека, вы разрушите не только его жизнь, но и свою. А также отвечать за ваш поступок будут еще, возможно, и ваши дети. У каждого своя судьба, и люди встречаются, если Вселенная считает, что они созданы друг для друга. Если этот человек не пришел в вашу жизнь, как ваша вторая половина, значит, это не ваш человек. И попытавшись отобрать его из того места, в котором он находится, разлучив его с кем-то, вы ничего хорошего не получите в свою жизнь, только зло и отчаяние. Поэтому, если вы даже подумывали в таком направлении, откажитесь от таких помыслов, чтобы не оказаться за чертой, за которой вернуться уже нельзя. Остановитесь, отдохните, посмотрите по сторонам. Есть человек, который послан вам судьбой. Он одинок, как и вы. Потратьте свое время на поиски его, а затем будете жить счастливо и в гармонии. Но не тратьте свое время на то, чтобы пытаться вернуть свою прежнюю жизнь. Ведь у вас от этого ничего не получится. Запомните, использовав приворот, вы притянете тело, но никогда не притянете душу. Вы никогда не будете счастливы и любимы. Вы знаете, мы часто с вами восхищаемся татуировками, которые видим у других людей. Мы спешим сделать себе что-то похожее, выбираем картинку, но забываем обратить внимание на смысл, что в данном случае считается очень важным и, мало того, опасным, так как с помощью татуировки можно полностью изменить свою жизнь. Каждая татуировка – это не просто картинка, это скрытый сакральный смысл. К ней нужно подходить со всей серьезностью, обдумывать то, что вы собираетесь сделать, ощутить, нужно ли вам это на энергетическом уровне, а только затем приступать к этим действиям, а не наоборот, как делают многие, набить себе татуировку, а далее думать, почему успешная ранее жизнь просто-навсего начала рушиться. Не стоит набивать надписи смысла и значения, которых вы не понимаете, особенно если вы сами не можете перевести данные слова, чтобы не начать притягивать то, что будет мешать вам идти вперед, счастливо и благополучно жить. Перед тем, как сделать тату, вы должны увидеть себя в ней, понять, что она будет впредь частью вашей жизни, принять все то, что она с собой несет, подобрав то, что подходит по смыслу именно вам, и только в таком случае она будет положительной, наполнит вашу жизнь хорошими энергиями и даже станет вашим оберегом. Не стоит экономить на этой услуге, так как от линий, качества зависит, какую силу она будет иметь. Она должна вам в конечном итоге и нравиться, потому что если этого не произойдет, вы, глядя на нее, постоянно будете расстраиваться, излучать негатив, а значит, притягивать его в большем количестве, что принесет вам только один вред. Самый простой пример – китайские иероглифы.
многие люди не понимают их значения и, соответственно, просят тех или иных людей, которые наносят тату на тело, воспроизвести это на теле. Но дело в том, что многие люди не знают, как правильно пишутся эти иероглифы. Это не просто перенос, именно как картинки. Это надо понимать, потому что любая черточка, любой символ имеет значение в китайском, например, иероглифе. И может быть так, вы попросили вам набить тату с каким-то положительным, созидательным смыслом, что действительно вас будут окружать и оберегать, а в конечном итоге у вас оказывается не очень хорошее слово. То же касается и рун. Вы должны понимать и знать, как правильно наносятся руны. Это не просто картинка, которую вы взяли и перерисовали. Обращайте, пожалуйста, на это внимание, потому что руны – это также определенные энергии, которые вы приглашаете в свою жизнь. Если вы неправильно это сделали, потом начинаются у вас проблемы. Помните об этом, потому что любые символы, очень часто бывает так, что ой, мне понравился цветочек, птичка, животное, дай-ка я нанесу, потому что у меня лично это ассоциируется так. Но вы должны понимать и то, вы должны изучить, а что это имеет вообще значение, потому что в некоторых культурах, в некоторых, например, религиях это имеет другое значение, и это может быть противоположное. И теперь представьте себе, другие люди будут это видеть на вашем теле и будут отправлять вам негативные посылы. Возможно, сразу у вас не произойдет никаких изменений, но пройдет время, и в вашей жизни начнут происходить события. Поэтому, девочки и мальчики, прислушивайтесь к этим советам. Если надумали что-то сказать, сделать, купить, лучше хорошо обдумайте, какие последствия это действие принесет в вашу жизнь. Ведь порой предугадать лучше, чем потом исправлять. Да и не растерять энергии, сохранить полную всего положительного жизнь лучше, чем думать, как это потом все вернуть обратно. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите слово «изобилие», пусть Вселенная помогает вам в жизни. Друзья, но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ!